Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам, как приготовить вот такую вкуснятину, настоящий швейцарский ягодный пирог. Это деликатес, который вы сможете приготовить каждый на своей любимой кухне. Для приготовления теста нам понадобится 200 грамм муки, 100 грамм маргарина, 5 грамм соли и 100 грамм воды. Для приготовления начинки 150 грамм цельного яйца, это где-то 3 яичка, 100 грамм сахара, 100 грамм муки и 1 литр молока. Также нам понадобится 1 килограмм разных ягод. Это смородина, ежевика, малина. В общем, все, что вы сможете найти на огороде, вы это можете спокойно добавлять в наш сегодняшний рецепт. Для приготовления теста нам понадобится 100 грамм маргарина, который мы натираем на терке. Предварительно, чтобы у нас он не скользил, мы его обмакиваем в муке и вот таким образом быстренько трем. Вот, он у меня где-то полежал, наверное, минут 10-15. Стал, видите, такой мягкий после холодильника. Вот, то есть, вот таким образом мы его натерли. Вытащили из терки. Теперь нам нужно его смешать с мукой. И вот таким образом мы его растираем с мукой. Несколько минут просто вот так вот берем и растираем. Все это делать желательно на рабочем столе. Вот, но можете, в принципе, использовать какую-то посуду, чтобы у вас ничего не расходилось по комнате, не разлеталась мука и так далее. То есть, как вы видите, вот таким образом каждую частичку муки мы стараемся перетереть с маргарином, чтобы все это у нас приняло однородную такую сыпучую массу. То есть у нас получается такое сыпучее состояние нашего теста будущего. Все, когда мы достигли сыпучего состояния нашего продукта, мы наливаем сюда воду. Постепенно наливаем воду и также замешиваем тесто с водичкой. Теперь наше тесто становится мягкое. Мешаем буквально минутку, 2 минутки. Сильно долго не нужно, пока у нас тесто не примет вот такую мягкую форму, как пластилин. Вот оно вот такое тянущееся. Теперь тесто необходимо раскатать. Можно присыпать чуть-чуть мукой. И теперь придать форму круга. Так как у меня круглая посуда. Но если у вас дома противень квадратный, то можете, пожалуйста, пользоваться, раскатывать квадратную форму. Стараемся раскатать максимально тонко. Все, в принципе, лично мне вот такой размер подходит. Теперь смотрите, определенный лайфхак. Если у вас вот такая форма круглая или квадратная, смотрите, тесто, его очень сложно брать в руки, потому что оно тягучее и может порваться. Поэтому смотрите, как мы делаем. Мы берем, сворачиваем вот так на половинку и вот так. Теперь берем форму и укладываем в один край. И теперь разворачиваем наше тесто. И таким образом мы его сохраняем. Оно у нас не порвется. И мы аккуратненько можем его теперь уложить на наш поддончик. Вот, теперь, чтобы убрать ненужные края, мы просто проходимся по ним скалкой. Приделываем аккуратненько уголки. И в тех местах, где у нас осталось некрасиво, мы просто берем кусочек теста, накладываем вот таким образом, чтобы у нас была красивая форма нашего с вами пирога.
Все, теперь все равномерно, все красиво и почти готово. Для того, чтобы тесто сильно не поднималось, мы должны вилочкой сделать дырки. Не бойтесь делать их побольше, это только принесет потом пользу. Теперь приступаем к начинке. Вы будете, наверное, немного удивлены, но здесь начинка жидкая, то есть основа это жидкая. Мы берем наше молоко 1 литр, 100 грамм муки, как я говорил ранее, 150 грамм муки, 100 грамм сахара и 150 грамм яичка, это у нас 3 цельных яйца. И теперь все это мы должны смешать. И последний шаг, это мы наполняем наш пирог начинкой. Берем килограмм наших свежих или замороженных ягод. Ну, обычно я использую замороженные ягоды, потому что свежие в Швейцарии очень дорогие, а замороженные стоят копейки. Зато этот пирог с замороженными ягодами можно готовить даже зимой. То есть даже зимой у вас будет всегда дома частичка лета. Вот смотрите, вот так густо укладываем наши ягодки. Все, значит, вы можете и зимой, и летом этот пирог делать. И всегда у вас будет частичка лета в вашем доме. Теперь нашу жидкость выливаем в пирог. Не бойтесь. Тесто настолько прочное, что оно не будет пропускать эту жидкость. Даже учитывая то, что у нас есть дырочки, какое-то происходит чудо, я не знаю, что это за чудо, но это наша начинка, она не вытекает и никуда не девается из пирога. Все, в принципе, этого достаточно. Оставьте немного места, да, чтобы у вас ничего не вытекало, не выливалось, и отправляем в печку на 200 градусов, на температуру 200 градусов. Главное, пока несете до печки, не расплескать нашу жидкость. Все, и теперь при температуре 200 градусов мы ждем примерно 40 минут, потом смотрим, что у нас будет получаться. Так, ну что, у нас прошел 1 час, сейчас мы достанем наш пирог из печки и посмотрим, в каком он сейчас состоянии. Опа. Вот такая красота у нас получается. Прежде чем окончательно достать его из печки, надо посмотреть, насколько хорошо он у нас прожарился. Смотрите, такой лайфхак. Значит, берем какой-нибудь ножик или что-то такое и смотрим внизу. Если внизу у нас уже пропечено, значит, пирог наш хороший получился. Ну все, в принципе, наш фруктовый пирог готов. Называется он фруктовый, а не ягодный, потому что в швейцарском немецком нету слова ягоды. Есть у них только фрукты. Это все, что растет на земле, да, то есть это бананы, апельсины, ягоды, яблоки. Это называется у них все фруктами. И все, что растет в земле, это у них называются овощи. Поэтому это называется фрюктекухен, то есть фруктовый пирог. Вот, так что вот это у нас получилось. Сейчас он немного остынет, и мы его порежем на кусочки, и можно подавать к столу. Ну все, наш пирог немного остыл. Хочу ваше обратить внимание, что никогда не пытайтесь достать пирог из формы, если она у вас такого плана, когда он горячий, потому что это очень сложно. Вот эта вот масса, она еще, когда горячая, она не застывшая. И как только он начинает охлаждаться, она начинает, видите, застывать, становиться как желе. Потому что у нас там яичко и у нас там мука в нашей массе. Поэтому сейчас я вам покажу, как доставать пирог. Обычно это делается вот таким образом. И потом раз. И наш пирог, в принципе, мы освободили. Так, ну что, у нас прошло несколько минут. Наш фрюктекуchen остыл. Теперь его нужно аккуратненько порезать.
Еще раз напоминаю, что когда он горячий, его лучше не трогать, лучше подождать 10-15 минут. И теперь его можно красиво порезать и подавать к столу. Вот такая красота у нас получилась. Видите, ничего не вытекает, не выпадает, не распадается. Ну, соответственно, вы понимаете, что если у вас будет квадратный противень, вы можете порезать квадратиками. Вот, а мы нашу красоту отправляем на витрину магазина. Все, будем теперь ждать клиентов, которые будут приходить покупать данную красоту. Вот такой у нас еще интересный ассортимент, кто не видел, кто не знает. Так что, друзья, всем хорошего дня, всем хорошего настроения, хорошей готовки обязательно. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм Иван Кузьминов. Всем пока-пока и удачи! Не забывайте поделиться этим видео. Пока!